Привет, друзья! Сегодня в обзоре часы Timex, или Timex, как говорят американцы. Значит, модель T49966 решил с самого начала снять, то есть в коробочке, потому что обычно я показываю часы на стойке, а здесь решил показать вот. Это один из вариантов коробок, в которых приходят часы Timex. Там этих вариантов, наверное, существует как минимум до десятка, и коробки есть и черные, и красные с черным, и большие по размеру, ну, то есть как бы и плюс еще бывает пластиковое там крепление совершенно разное, но как бы абсолютно разное, причем бывает даже одни и те же модели приходят в разных коробках. Да, вот такие часы на стоечке, как видим, еще раз покажу, модель называется 49966, относится к коллекции Expedition. Вот, посмотрим поближе на эти часы. Часы крупные, 45 мм. Диаметр корпуса, толщина 14, то есть толстая. Надпись на циферблате «Шок». Сейчас попробуем сфокусироваться. Вот «Шок». То есть своеобразная есть защита от ударов, ну не такая, как у G-Shock, но что-то где-то рядом, близко. 200 метров водозащита, тоже горделивая надпись прямо на циферблате. Часы цифроаналоговые, то есть имеют стрелки и имеют цифровую часть, которую можно, что-то даже включено здесь еще, которую можно запрограммировать. По функциям сейчас расскажу. Значит, чуть подробнее о самих часах, как они исполнены. Корпус пластиковый, пластик такой матовый черный, с серой вставкой вокруг безеля. Безель не вращается. В некоторых описаниях я встречал, что стекло акриловое, это неправда. Стекло минеральное, то есть прекрасно слышно, то есть бывают ошибки в описании. Вот, поэтому я говорю, что как бы стекло минеральное, что является плюсом. Стекло притоплено или утоплено относительно верхней части часов, то есть как бы будет меньше царапаться. Существует 5 кнопок управляющих. Да, давайте покажу обратную сторону, потом уже вернемся к началу. Обратная сторона, значит, логотип Expedition, крышка из нержавеющей стали, прикручена 4 винтами, в случае чего смену батарейки спокойно можете произвести сами. Тип батареи CR2016, литиевая 3-вольтовая батарея. Ну, больше интересной информации здесь нету. Еще раз покажу вид сбоку. Вот так они смотрятся. 14 мм толщина. Часы весят около 50 грамм. Я не стал их точно взвешивать, потому что я не являюсь таким фанатом точности до 5 грамм. Есть просто тяжелые часы, это 120, 150, 180 грамм. Есть часы не тяжелые. Эти часы не тяжелые, особенно для своего размера. Очень четко графически решена как бы передняя часть, то есть на черном фоне идет разметка цифр 3, 9, 12, дальше часовые отметки, и дальше на безеле минутные отметки 10, 20, дальше 40, 50 и 60. Ремешок резиновый, размер присоединительной скобы, вернее дужки, размер ремешка 22 миллиметра. Теперь о функциях. Ну, часовая, то есть аналоговая часть, как бы никаких сюрпризов здесь нет. То есть управляется ключом, вытянули, выставили время и вставили обратно. Значит, функция подсветки Indiglo вынесена на отдельную кнопку, не так, как в аналоговых часах нажатием на ключ включается подсветка. Я подсветку отдельно немножко позже покажу. Хочу сказать, что ключ притоплен, то есть вот смотрите, он практически не выступает, то есть случайное нажатие или отжатие или зацепляние за рукав рубашки там, или за одежду практически исключено. Даже я бы сказал, что слишком утоплен вот в вытянутом состоянии, вот совсем чуть-чуть, даже немножко неудобно переставлять время, но учитывая, что это делается нечасто, то есть только при переходе на зимнее и летнее время, ну, возможно, при смене часовых поясов. Но, в общем-то, кнопка даже в вытянутом состоянии, не кнопка, а ключ остается достаточно сильно притоплен. Теперь
Вернемся к части цифровой. Какие здесь функции? Вот кнопка мод, она показывает выбор режимов. Вот сейчас мы вернемся. То есть в основном дисплее кнопка показывает, то есть дисплей показывает информацию день недели, Tuesday, соответственно, вторник, да, 20 число, 1 месяц, то есть 20 января, это сегодняшний день, когда я делаю обзор. Причем, более того, нажатием на эту кнопку, вот нажатие и удержание, мы можем посмотреть время, которое выставлено для другого часового пояса. Вот, меняется. И в этот момент, то есть происходит смена отображения, и теперь как бы по умолчанию на цифровом дисплее будет все время отображаться именно второй часовой пояс. Вернуться в режим отображения даты можно длительным нажатием. Вот, когда загорается надпись Select, я не додержал. Select. Сейчас, секундочку. Вот. Происходит смена, и, скажем так, на постоянное отображение меняется информация. То есть, как бы, а если вам кратковременно нужно нажать, вот вы нажали, посмотрели второй часовой пояс. Теперь рассмотрим остальные функции. Для этого существует кнопка мод, то есть режимы. Нажимаем. Режим секундомера. Режим секундомера. Я сейчас сброшу показания. Вот. Запускается очень удобно этой кнопкой на лицевой части циферблата. Вот мы нажали секундомер, и есть режим сплит. То есть сплит это промежуточный результат для круга или там еще для каких-то промежуточных значений. В основном это для бега или для плавания может быть. То есть для какой-то части дистанции. То есть, вот, к примеру, вы пробежали круг, вы нажали, секундомер при этом работает. Вот высвечивается время первого круга 18 секунд 35. То есть 18:35, да. Секундомер продолжает работать, как видно. Ну и, соответственно, дальше. Дальше. То есть каждое нажатие это фиксирует промежуточный результат. Полный стоп. Это вот эта кнопка. Вот это мы остановили. И тут же мы можем посмотреть результаты. О, стоп. Не так. Результаты каждого круга. Результаты каждого круга можно посмотреть кнопкой Recall. Вот мы смотрим первый круг, второй, третий, четвертый и так далее. Пятый. Вот. И эта кнопка сброс. Возвращаемся. Hold. То есть поддержать 2-3 секунды. Идет сброс. Если вы планируете эти часы использовать для занятия спортом, то есть для той функции, что я показал при беге, допустим, там вы планируете там смотреть время круга и так далее, я хочу сказать, что все-таки эти часы подходят, ну, скажем так, не идеально, потому что вот представьте ситуацию, когда у вас будет минутная стрелка, к примеру, вот где-то здесь. То есть, как бы считывать показания не очень удобно. То есть, во всем остальном часы как бы прекрасные, как бы хорошо функциональные. Но вот именно для занятия спортом существуют отдельные часы. То есть, эти, наверное, все-таки в режим таймера достаточно удобно поставить или в режим секундомера, но замерять время круга, то есть, как бы просто неудобно будет считывать некоторые результаты. Дальше. Таймер. Таймер имеет два режима работы. То есть я сейчас просто покажу, оно будет понятней. Выставлять таймер я не буду, я остановлюсь только на том, что есть вот once. Once это обозначает, что по окончании время, которое мы выставили, таймер подает сигнал, и на этом больше ничего не происходит. Если мы выставляем repeat, repeat это повтор, то есть как бы таймер с повтором. По окончании времени таймера происходит звуковой сигнал, и автоматически запускается по новой тот же таймер. Допустим, мы выставили на 3 минуты, значит, после 3 минут идет звуковой сигнал, и по новой запускается таймер до тех пор, пока мы не остановим. Вот. Дальше. Что? Alarm – это режим будильника. Тоже как бы сам будильник я показывать не буду, покажу только режимы. То есть время выставлять не буду. Режимы, значит, daily. Daily – это каждодневный. Дальше. Что-то не то. Daily. Дальше. Weekend, соответственно, суббота-воскресенье. Или weekdays – это рабочие дни, то есть с понедельника по пятницу, исключая субботу-воскресенье. Субботу-воскресенье будильник срабатывать не будет. Вот часы на руке. Так они смотрятся. Сейчас покажу, как работает подсветка. Вначале люминофор.
То есть видно, что достаточно хорошо и четко видно стрелки. Люминофор нанесен на часовую и минутную стрелку. Вот показываю подсветку. Все видно, видно показания дисплея, видно показания аналоговой части, то есть стрелок и так далее. Вот. Да, еще что я хочу сказать. Я делал обзор вот таких часов, эта модель другая, то есть как другая, функционально она точно такая же, но, скажем так, дизайн другой, то есть окрас другой, ремешок другой. Просто взял для сравнения, для того, чтобы как бы вы могли смотреть, если функционал вас устраивает, вы имеете возможность выбрать тот дизайн, который вам больше нравится. То есть здесь черный с темно-синим, плюс ремешок резиновый. Вот. В этих часах значит, цвет комбинированный хаки плюс коричневый, плюс светлый циферблат и плюс достаточно интересный кожаный ремешок такой с контрастной строчкой. То есть как бы и часы, соответственно, каждый из них смотрится по-своему. Вот. В зависимости от предпочтений вы выберете тот дизайн, который вам больше нравится. И, соответственно, вот я показываю две модели рядом, чтобы вы имели возможность сравнить. Все, всем спасибо, пока, до следующих обзоров, счастливо.